Примерно 1,5 года назад, когда я еще не знала, что я буду жить в Аргентине, в интернете мне попалось видео, где пару ребят обследовали берега Аргентины и показывали, что там прямо из земли торчат кости. Меня это видео очень заинтриговало, и сегодня я нахожусь в Аргентине, в Мар-дель-Плате, и отправляюсь именно в то место. Будем смотреть, где эти кости, есть ли они там. Доехать до нужного места мы можем на городском автобусе, номер 511. Здесь тоже такая система с автобусами, что один номер автобуса, но разные буквы на конце маршрута означает, что до разных мест едет автобус, и мы сели на тот, который едет до поселка, рядом с нужным нам местом. А тот, который едет напрямую по шоссе до того пляжа, который нам нужен, мы что-то не стали его ждать, потому что вообще непонятно было. Сегодня воскресенье, выходной. Не знали, сколько его ждать придется, поэтому решили лучше уж идти медленно, чем вообще просто стоять на месте. Нам нужен пляж, который называется Барранка де лос Лобос, потому что там есть спуск к воде, можно спуститься. И сейчас я вот скачала приложение, которое показывает время приливов и отливов. Нужно успеть, пока еще отлив, а то потом воды будет много, и там вообще уже никак не спустишься, не заберешься. Идти где-то полчаса пешком. Итак, мы идем к своей цели. Здесь дорога, здесь океан, обрыв. Идем потихонечку. Осталось идти минут 10. Я немного переживаю, потому что прилив уже скоро. Я бы хотела все-таки успеть спуститься к океану. Надеюсь, что-то да увижу. Отдыхающих тут в каждом вот уголочке таком удобном. Машины, пикники люди устраивают, проводят время на природе с вообще невероятно шикарно красивым видом. Кстати, пока шли, это было полчаса, автобусов не было ни туда и обратно. Такой шикарный вид. Лестница такая обрушенная. Дальше там обрыв. Но вода уже здесь. Не в полную силу, но спуститься прям до конца, конечно, не получится. Что меня немного расстраивает. Надо было раньше просыпаться, конечно. Смотровая. Уже полуразрушенная. А там обрыв. Пойдем спустимся докуда сможем. Поищем кости, торчащие из вот этой земли, из берегов. Здесь спуск, есть ступени. То есть раньше это была какая-то смотровая площадка или ресторан. Что здесь было, я не знаю. Но сейчас есть некоторые руины, которые интересны. Ну, почти, не знаю вообще, насколько здесь безопасно находиться, потому что выглядит все как-то стрёмно. Сидят рыбаки. Вот такая вот история. Такая лестница. Как страшно. Вроде понятно, что ничего не шатается, не опасно, но все равно немного страшно. Так выглядит этот глиняный берег, но это, конечно, камни. Да, наверное, тут место такое популярное, если тут что-то и было, то, наверное, уже это растащили. Опа, нет, слушайте, это же кость, это реально кость. Это маленькая косточка, похожа на какую-то куриную, может, птичья. Ничего себе. Я нашла кость.
какая волна идет. Ничего себе. Наверное, так и начинается прилив. Никогда не видела. Вау. Но я успела достать одну косточку маленькую. Я не знаю, может, это был какой-то ресторан здесь до этого, и сюда выбрасывали кости, либо это что-то древнее, очень похоже на птичью кость. Как, типа куриная, но очень мелкая. Вау, вот это... Вообще, как я видела, что здесь люди ходили прямо вот вдоль того берега, там все было сухо, то есть если мы приехали пораньше, то могли бы походить и еще что-то поискать, но в любом случае, да, действительно, без берегов Аргентины торчат кости. Здесь, по идее, можно было бы спуститься по этой лестнице и пройти вот там, по этой породе, по этому камню, и обойти, пройти вот сюда, и здесь поискать тоже. Но я вижу, какие здесь волны, и понимаю, насколько это может быть опасно, потому что я вообще, это такая стихия, это такая красота, ребята, это просто так страшно. Когда читаешь о том, как работают приливы, отливы, это совсем одно, а когда видишь, как эта вода сюда приходит, наступает, как луна тянет за собой все эти воды, это вообще совсем другое, конечно. Такая мощь, такая сила, просто потрясающая. Я вот здесь вот сижу на краю земли где-то Атлантического океана. Просто вообще красота. Сижу здесь достаточно уже долго и понимаю, что успела бы 10 раз сходить туда, сюда, по достаточно сухому дну. Но все-таки что-то я испугалась, потому что на этих камнях прям водоросли, я не знаю, они скользкие, нет. А вот эти места все еще сухие, которые я хотела посмотреть. Но, в принципе, тут и отсюда видно, что там что-то торчит белое, камни это не камни, что-то есть похожее на трубчатые кости, но не знаю точно, что это такое. В любом случае буду радоваться своей одной найденной косточке. Кости все-таки здесь торчат. Наверное, самое сложное в этом месте — это найти в себе силы и пойти куда-то дальше, потому что уходить отсюда вообще не хочется. Слишком красиво, слишком. Но, что удивительно, не видно здесь каких-то живых организмов. Визуально не прощупывается. Можно, конечно, и здесь поискать еще эти косточки, но на таком сухом, на сухой глине не очень видно. Вау, волна какая идет. Непонятно, что это. Труха какая-то. Здесь вот что-то еще. Тоже какая-то труха. Непонятно, что это. Ну, в общем, на мокрой глине видно, где что-то белое такое, похожее на кость. Можно как-то выцепить, а на сухой это сложнее найти. Я сказала, что здесь нет никакой живности, как мы заметили силуэт, похожий на пингвина маленького. Здесь очень много магеллановых пингвинов, но вообще они начинаются намного южнее, ближе к Антарктике. Но здесь вот прям плыл маленький такой
пингвиненок. Ну, возможно, это взрослая, конечно, особь, который, видимо, отбился от своих. Я сначала подумала, он, кажется, уже не живой. Но нет, он плывет против течения, подныривает, плывет дальше. Вообще, так интересно. Надеюсь, он доберется до своих. Самая нелюбимая часть пути – путь обратно. Потому что когда идешь в место, которое очень хочешь посетить, идешь так на энтузиазме, радуешься, а потом наступает этот момент, когда нужно идти обратно, энтузиазм поугас, но идти нужно с таким видом. Такой милый магазинчик, продают всякую садовую утварь, гномы, горшки. Ух ты, чистый мед, кстати, есть, органика. Как выяснилось, многие рестораны, которые мы видели по пути, на обратном пути оказались закрыты. То есть они сегодня вообще не работают. Хорошо, что хотя бы один магазинчик работает. Мы там купили себе провизию. Устроим небольшой пикник на берегу Атлантического океана. Тут различные летательные аппараты. Можно полетать. Но я трусиха, я о таком даже не думаю. Но вообще, для тех, кто любит, есть возможность. А мы идем вот сюда, на публичный пляж. Очень цивильный вход на пляж, лестница. Никакого экстрима. Спокойно проходим. Атмосферно так сквозь джунгли пробираемся на прекрасный пляж. Этот пляж вообще для серферов. Как стало сейчас понятно, здесь большие волны. Подобрали себе местечко для пикника с таким прекрасным видом. Итоги пикника. Было здесь, именно в этом месте, почему-то очень холодно. До этого, где мы сидели на пляже, там было жарко прям. По улице шли жарко, а здесь прям дубак. Пальцы понемели, ветер дует. Короче, такое себе удовольствие. Песком еще все засыпало. Ну, этот пляж, конечно, прям сильно уступает по чистоте тому, который в натуральном резерве. Здесь прям вообще все в этих мешках каких-то непонятных. Стройматериалы, что ли, здесь какие-то. Но океан, естественно, прекрасен. Здесь волнорезы, а вот дальше уже большие волны, и там тоже серфят. Но не так много, как на том пляже, на котором мы были вчера. Не знаю, что это такое, но прям вот весь пляж в этой ерунде. По территории пляжа несколько лестниц, что можно по одной спуститься, по другой подняться, не надо ходить туда-сюда, возвращаться. Вот по такой лестнице мы сейчас поднимаемся обратно. Тяжко. Красиво, конечно, вид как с открытки, этого не отнять. Красота вообще. Такая здесь живописная автобусная остановка. Морской конек с щеткой. Я с вами буду на этом прощаться. Сейчас мы стоим, ждем автобус, который довезет нас обратно до Мар-дель-Платы. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.